Всем привет, мои хорошие! Для приготовления этого вкусного рецепта нам понадобится 300 грамм цветной капусты. Отделяем соцветие от вилка, сделав надрез у корня ножки. Затем отрываем рукой соцветие. Доводим до кипения 2 литра воды, добавляем половину чайной ложки соли и отправляем соцветие в кипящую воду. Накрываем крышкой и ждем закипания. После закипания варим ровно 3 минуты. При помощи шумовки достаем цветную капусту и опускаем в ледяную воду, чтобы прекратить процесс приготовления. Отставляем капусту пока в сторону. Разогреваем сковороду с 2 столовыми ложками растительного масла. Пока разогревается сковорода, мелким кубиком нарежем 1 луковицу. Отправляем лук в сковороду и обжариваем до появления золотистости. Пока обжаривается лук, нарежем мелким кубиком 1 морковь. Гости из Италии научили меня вкусно готовить цветную капусту. Я никогда не ела такой вкусной цветной капусты. Простой и быстрый рецепт. Этот рецепт из цветной капусты настоящее золото. Вы перестанете готовить цветную капусту по-другому. После этого рецепта вы полюбите цветную капусту. Жаль, что не знала этого рецепта из цветной капусты раньше. Отличное блюдо из простых и доступных продуктов. Вкусный рецепт из цветной капусты на каждый день. Если вы не знали, как вкусно приготовить цветную капусту, это идеальный рецепт. Не готовьте цветную капусту, пока не увидите этот рецепт. Добавляем морковь к луку и обжариваем до полумягкости. Тем временем небольшим кубиком нарежем 1 болгарский сладкий красный перец. Периодически овощи перемешиваем. Отправляем перец в сковороду и обжариваем еще буквально 1 минутку. Цветную капусту откидываем на сито и даем стечь в воде. Затем цветную капусту натираем на крупной терке. Отправляем натертую цветную капусту в миску. Добавляем обжаренные овощи. На крупной терке натираем 100 грамм сыра. Немного сыра откладываем, а оставшийся сыр добавляем к овощам. Хорошенько перемешиваем.
Дно и бока формы для выпекания смазываем 1 столовой ложкой растительного масла. Пересыпаем подготовленные овощи в форму и равномерно распределяем. Приготовим заливку. В миску вбиваем 3 куриных яйца, взбалтываем, добавляем 150 мл молока, добавляем 1/3 чайной ложки соли, черный перец по вкусу и по желанию. Также добавляем половину чайной ложки прованских трав и 1/3 чайной ложки гранулированного чеснока. Перемешиваем. Также нам понадобится несколько стеблей петрушки. Петрушку промываем, просушиваем и отделяем листочки от стеблей. Мелко нарезаем. Добавляем петрушку к яичной заливке. Перемешиваем. На мелкой терке натираем 1 плавленый сырок со сливочным вкусом. Предварительно его необходимо заморозить, так легче будет натереть на терке. Добавляем плавленый сырок к яйцам. Перемешиваем. Заливаем полученной заливкой овощи. Накрываем запеканку фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут до готовности блюда. Смотрите по своей духовке. Затем достаем запеканку, убираем фольгу, посыпаем отложенным сыром и отправляем в духовку еще на 5 минут, чтобы подрумянился сыр. Невероятно вкусное, нежное и сочное блюдо из цветной капусты покорит вас с первого укуса. На столе не останется ни кусочка. Вкусный рецепт цветной капусты на каждый день. Прекрасное блюдо на легкий обед или ужин для всей семьи. Простой и вкусный рецепт приготовления цветной капусты не займет у вас много времени, а результат порадует своим вкусом и нежностью. Здоровый рецепт из цветной капусты. Я могу есть эту запеканку каждый день. Готовить дома легко, просто и вкусно. Для приготовления этого вкусного рецепта нам понадобится 1 вилок цветной капусты весом 600 грамм. Цветную капусту разделяем на соцветия. Для этого у корня ножки соцветия делаем надрез. Затем соцветия разделяем на 2 либо 3 части в зависимости от размера. Для этого делаем разрез на ножке соцветия и разрываем руками. Доводим до кипения 2 литра воды, добавляем половину чайной ложки соли. Также нам понадобится 3 дольки лимона, добавляем лимон в кипящую воду. У нескольких стеблей укропа и петрушки отрезаем хвостики.
Отправляем хвостики в воду. Добавляем в воду 3 горошины душистого перца и 5 горошин черного перца. Добавляем 2 лавровых листика и опускаем в кипящую воду цветную капусту. Всю неделю готовлю это блюдо из цветной капусты. Это блюдо из цветной капусты удивило всех. Быстро, вкусно и полезно. Цветная капуста, запеченная в духовке, еще никогда не была такой вкусной. Очень быстрый и простой рецепт цветной капусты. Доводим до кипения и после закипания варим 3 минуты. Затем вынимаем цветную капусту при помощи шумовки. Это одно из любимых блюд моей семьи. Цветная капуста в духовке под сыром. Я еще никогда не ела такой вкусной цветной капусты. Простой и быстрый рецепт. Не готовьте цветную капусту, пока не увидите этот рецепт. Теперь форму для выпекания смазываем 1 столовой ложкой растительного масла. Перекладываем капусту. Займемся соусом. Нам понадобится 80 грамм сливочного масла. Растапливаем его в сковороде. Затем в сковороду просеиваем 3 столовые ложки муки. Перемешиваем до однородности и закипания массы. Вливаем 250 мл горячего молока. Хорошенько перемешиваем. Добавляем соль по вкусу. Я добавляю 1/3 чайной ложки соли и черный перец по вкусу и по желанию. Хорошенько перемешиваем и на умеренном огне доводим массу до загустения. Процесс занимает буквально 1 минуту. Поливаем цветную капусту. На мелкой терке натираем 80 грамм сыра, у меня сметанный. Отправляем сыр в миску. Добавляем половину чайной ложки куркумы, половину чайной ложки сладкой копченой паприки. Измельчаем несколько стеблей укропа и петрушки. Добавляем к сыру. 1 зубчик чеснока очищаем и мелко нарезаем. Добавляем к сыру. Хорошенько перемешиваем. Добавляем 2 столовые ложки сметаны. Перемешиваем. Выкладываем сырную массу на капусту.
Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 7-12 минут. Смотрите по своей духовке. Тем временем приготовим соус. Мелким кубиком нарезаем один сочный спелый томат. Отправляем в миску. Мелко нарезаем полпучка укропа. Добавляем к помидорам. Добавляем 4 столовые ложки сметаны. 1 чайную ложку французской горчицы в зернах, соль и черный перец по вкусу. Перемешиваем. Соус готов. Цветная капуста под сырной шапочкой готова. Подаем к столу. Цветная капуста, запеченная в духовке под сыром, получается очень вкусной, нежной. Блюдо из цветной капусты не просто вкусное, но и очень полезное. Отличная идея на обед или ужин для всей семьи на каждый день. Блюдо готовится из простых и доступных продуктов. Если вы не знали, как вкусно приготовить цветную капусту, это идеальный рецепт. Простой и вкусный рецепт приготовления цветной капусты на столе не останется ни кусочка. Для приготовления этого вкусного рецепта нам понадобится цветная капуста 500 грамм. Цветную капусту промываем, разбираем на соцветия. Для этого делаем надрез у корня ножки и отрезаем соцветия. Затем соцветия разрезаем на 3-4 части в зависимости от размера. Делаем надрез на ножке соцветия и разрываем его пополам. Обрабатываем так все соцветия. После этого рецепта вы полюбите цветную капусту. Простой быстрый рецепт цветной капусты, который отлично подойдет на обед или ужин для всей семьи. Вкусный рецепт из цветной капусты на каждый день. Если вы не знали, как вкусно приготовить цветную капусту, этот рецепт просто находка. Не готовьте цветную капусту, пока не увидите этот рецепт. Самый практичный и вкусный способ готовить дома легко, вкусно и быстро. В 2 литра кипящей воды добавляем пол чайной ложки соли, опускаем соцветия в кипящую воду. Накрываем крышкой и ждем закипания на большом огне. После закипания варим цветную капусту 1 минуту под крышкой. Для того, чтобы остановить процесс приготовления цветной капусты, опускаем ее в ледяную воду. Пока отставляем капусту в сторону. Займемся курочкой. Нам понадобится 1 куриное филе. Нарезаем его довольно крупными кусочками. Отправляем куриное филе в миску. Добавляем пол чайной ложки соли и черный перец по вкусу и по желанию. Перемешиваем.
Разогреваем сковороду с 2 столовыми ложками растительного масла. Опускаем куриное филе в раскаленное масло. Обжариваем куриное филе с каждой стороны до золотистости на большом огне. Процесс занимает буквально по 1 минуте с каждой стороны. Тем временем откидываем капусту на сито и даем стечь в воде. Форму для выпекания смазываем 10 граммами размягченного сливочного масла. Отправляем капусту в форму для выпекания. Равномерно распределяем. Курочку также отправляем в форму для выпекания. Займемся заливкой. В миску вбиваем 3 куриных яйца. Добавляем треть чайной ложки соли, черный перец по вкусу и по желанию. Добавляем половину чайной ложки гранулированного чеснока и половину чайной ложки прованских трав. Вливаем 3 столовые ложки сливок, у меня 33% жирности, и 50 мл молока, у меня 2,5% жирности. Взбалтываем яйца. Мелко нарезаем несколько стеблей укропа и петрушки. Добавляем яичную заливку и перемешиваем. Заливаем цветную капусту с куриным филе, полученной заливкой. На крупной терке натираем 50 грамм сыра сулугуни. Посыпаем запеканку из цветной капусты. По желанию можно посыпать 1 столовой ложкой кунжута. Накрываем запеканку фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут. Смотрите по своей духовке. По истечении времени убираем фольгу и оставляем в духовке еще на 5 минут, чтобы запеканка из цветной капусты с курочкой подрумянились. Цветная капуста в духовке готова. Подаем к столу. Отличный рецепт, как просто и вкусно приготовить цветную капусту на скорую руку. Простой и вкусный рецепт приготовления цветной капусты не займет у вас много времени, а результат порадует вас своим вкусом и нежностью. Если вы не знали, что приготовить из цветной капусты, это идеальный рецепт. Отличное блюдо из простых и доступных продуктов. Получается легкое блюдо из цветной капусты с яйцом и сыром. А курочка придает сытности. Жаль, что не знала этого рецепта раньше. Смотрите также вот эти мои рецепты. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. Я вам желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Готовьте с удовольствием. Пока-пока.